Конкретно в нашей машине установлен вроде бы родной, но вроде бы и не родной двигатель. Если постараться, можно сюда положить бог знает что. Всем привет из морозильника. Снова пошли истинно сибирские видосы в минус 30. Да-да, поэтому тачку мы глушить не будем, уж извините, будет на фоне маленько тарахтеть. Сегодня у нас рубрика Old School, и эта рубрика вас встречает вот таким ярким автомобильчиком. Это Daihatsu Charade. Но хоть это вроде бы и Daihatsu, это не означает, что это кейкар. Это кузов G100, который начался в 80-х, а закончился в 90-х. Он очень долго шел, у него было много версий, у него был рестайлинг. Даже, знаете, то есть прямо занимались этой моделью дайхатсовцы, да занимались. Их было несколько разновидностей по типу кузова. Были купешки, такой вот хэтчбэк-купе, да, двухдверное. Были четырехдверные хэтчбеки. И были даже версии седан, которые на самом деле самые страшненькие, как по мне. Это не кейкар. У них с завода шли не 0,7, не 0,66 да, кубических сантиметров двигатели, а все-таки литр и даже 1,3. А, кстати, в следующем поколении были даже 1,6 моторы, такие прямо быстрые, мощные, аж 125 там лошадей, что ты. Они вообще пытались этой моделью уйти от производства кейкаров, чтобы их только не ассоциировали с производством кейкаров. И все мы знаем, чем это все кончилось, все эти попытки. Daihatsu сейчас с потрохами продался Toyota, принадлежит полностью эта компания Toyota, да, как дочернее какое-то предприятие, и изготавливает, по сути, только кейкары. Да, разнообразные, да, и грузовички, и микроавтобусики, и обычные легковушки, но мы теперь везде ассоциируем компанию Daihatsu именно с изготовлением кейкаров. На удивление, они эту модель распихали по всему миру. И в Европе, и в Америке, где только они ее не пытались продавать. Машинки это, в принципе, простые, экономичные, достаточно надежные. Но вот так вот все сложилось. Восстановление таких машин, конечно, не такое простое дело, потому что, во-первых, автомобили были не особо популярны, запчастей на них мало. Конкретно в нашей машине установлен вроде бы родной, но вроде бы и не родной двигатель. Там очень сложная такая замутка, но интересная. И поэтому я ее отчасти даже немножко в рубрику бы не стандарт отнес. Конкретно в нашей машине гидроусилителя руля нет. Он иногда бывал на некоторых версиях, но вот конкретно в этой рейка сухая. Кстати, не тесно, знаете, то есть я вот сижу обыкновенно, то есть обыкновенное ощущение от обычной любой легковушки. То есть уровень, знаете, Королки, например, той же, да. Сцепление, кстати, тросиковое, да? Естественно, кто бы сомневался. Жалко, нет тахометра, аж было бы интересно посмотреть, что там. А бодренько, кстати, сказывается вес. Начну с того, что частенько подобные автомобили называют японской окой. Так вот, это не просто интересный оборот речи. Заявление такое не лишено смысла и отчасти правда, потому что в 2006 году в нашей всем известной Оке, автомобиле ВАЗ, появился двигатель от Daihatsu. Но там довольно-таки странная такая была схема. Сперва китайцы получили у Daihatsu лицензию на изготовление самой старой версии литрового мотора от Daihatsu Charade, от самой первой версии, которая в 1977 году была начата. Та, которая была в 1977, а закончилась в 1983. Вот от той старой версии такой чугуниевый суровый движок с балансирными валами, с цепным приводом маслонасоса, в общем, такой кондовый и странный такой не очень прикольный движок. Назвали они его TJ с кучей странных номеров. Естественно, это же китайцы, они так все время делают. А потом АвтоВАЗ стал покупать этот мотор для установки в Аку. Так вот, у нас здесь сейчас двигатель, который собран, можно сказать, из двух в один. Родной литровый движочек был восстановлен с помощью запчастей от как раз такого акушного двигателя. Можно сказать, от китайского дайхатсовского мотора. Изначально здесь возникла проблема с установкой конкретно чисто только акушного двигателя, потому что там машина леворульная, коллектор не влез, соответственно, нужно коллектор переваривать. И поэтому пока что, как временный вариант, решили сделать вот такую штуку, то есть собрать из двух один.
Соответственно, впоследствии переварится коллектор, будет здесь инжекторный мотор. Хотя на самом деле ничего особенного по сути не случится. Те же самые 50 плюс, там 55-54 лошадиные силы. Но важно, что эти автомобильчики очень легкие. 680 там с небольшим килограмм. То есть, ну, округлим 700 килограмм автомобильчик. И еще к тому же они на механической коробке очень часто встречаются. Хотя, конечно, они бывали автоматные. По поводу, как найти и купить хороший контрактный двигатель, у меня есть для вас четкая рекомендация. Компания Автомастер ДВ, город Владивосток. Их фишка в том, что они не только находят и продают контрактные двигатели из Японии, но они еще и проверяют эти двигатели. Причем не просто там компрессию померили там по мелочи, они еще устанавливают двигатели на стенд и реально проверяют их работоспособность, чтобы удостовериться, что это не какая-то ерунда там смутной разборки. А сейчас они еще занимаются продажей качественных расходников, в том числе в подвеску, линков, сайлентблоков. Вот мне, например, комплект сцепления присылали. А еще занимаются продажей качественных масел. Ассортимент очень большой, а цены адекватные, причем даже с учетом доставки. Вот это на фото даже не склад, а просто навскидку, что есть в магазине. Причем есть хорошая уверенность, что купите оригинал, а не подделку. Фирма своей репутацией дорожит. Узнать подробности и оформить заказ вы можете у них на сайте. Все ссылки, соцсети и контакты в описании к видео. В салоне-то она такая, достаточно удобная, и что для водителя, что для пассажира. Могу показать и родное сиденье, да, переднее, но заднее тоже у нас родное. И то, что сюда можно поставить мягкое, большое, комфортное сиденье от Skyline, например, с регулировками, прикиньте. Ставили и все, и четенько все настраивается. Ну, конечно же, они максимально простые, никакого особого богатства по кармашкам тоже не наблюдается. Ну, что тут скажешь? Машинки это были всегда утилитарные такие, для того, чтобы добираться из точки А в точку Б. Но главное это же не это. Главное же то, что они все еще есть живые, да, вполне себе. Я вам, кстати, могу и интересности здесь показать. На самом деле необычности здесь тоже есть. Допустим, первое, на что хотел бы ваше внимание обратить, на ручки открывания дверей, что они вот так вот вверх вот так открываются. Это, кстати, характеристика не японских автомобилей. В японских тачках-то такая редкая штука, чтобы они вот так вот вверх открывались. Очень необычный способ включения обогрева заднего стекла и заднего дворника на заднем стекле вот такими крутилками странными. Версия у нас приборки здесь без тахометра, но они, конечно же, бывали с тахометром. Ручка коробки передач механики один в один, как в моем автобусе. Они, видимо, стандартные были, что у Toyota, что у Daihatsu еще даже в те времена, в 80-е. Очень многие недооценивают эти машины в плане грузовместимости. А ведь на самом деле здесь можно сложить второй ряд сидений, можно сделать ровное пространство и перевозить очень даже габаритные предметы. Ну вот видите, таким образом можно сложить задний ряд, то есть поднять сиденье и положить спинки, то есть получить ровный пол. По рулеточке у нас в таком случае, да, если померить, мы здесь имеем метр 15, да, 115 сантиметров имеем глубину. Ну и в принципе между стойками 90 сантиметров в ширину. Я приложу картинки того, что сюда впихивали уже в эту машину. Сюда впихивали ванну. Сюда впихивали гору кулей картошки. Ну то есть, если постараться, можно сюда положить бог знает что. Это еще не все, ребят. Сама по себе обшивка, кстати, на таких вот кнопках, прям как на одежде, прям как на джинсах, на кнопках, и это причем с завода. Но здесь очень большая ванна внутри. Здесь прям полноразмерная запаска 14 помещается. Но вот здесь у нас конкретно 13 колесо, но на 80-й резине. Ну то есть понятно, что 14 запаска тоже сюда запросто влезет. Это, знаете, это реально грамотное планирование пространства инженерами, да? Реально просто грамотное планирование. Она реально веселая. Шаманить мотор, выкинуть все из багажника, выкинуть задний диван. Ага, по-твоему вообще ее разобрать до железа, да? Да, и она вообще будет так летать. Это нормально.
Если присмотреться, у нее прикольный момент есть в дизайне по передним крыльям. Такое псевдорасширение было сделано. У предыдущих поколений подобного не было. Они бывали полноприводные и переднеприводные. Я думаю, вы же понимаете, что говорить о каких-то там шумоизоляция, плавность хода, там, реакции подвески, здесь не особо смысла нету. Это просто автомобиль, на котором можно ездить, и все. Не нужно хотеть от него слишком многого. Но динамично, прямо я вам так скажу, динамично. Третья, давай четвертая, блин. Маленькая злючка. Я абсолютно не удивляюсь, что с мотором 1.6 вроде бы 120 там лошадей, да, в следующем поколении, ну, либо 105 лошадей в этом поколении. Ну, и это считалось спортивной версией. Да, конечно, почему бы и нет. Позлее бы тормоза, кстати, вот мне захотелось. Со стороны, конечно, я думаю, выглядит очень странно, да? Кто-то наваливает на такой маленькой рыжей машинке. Интересно, что даже карбюраторная машина, да, и все равно она не сильно расходистая, да? Вот сейчас 5-6, летом 4, по трассе 4 вкладываешься. Но ты имеешь в виду, прям вот ты будешь ее давить или Да, будешь спокойненько? прям давить. Прям давить. Ну, вот сейчас заливаешься раз в 3 недели 2 двадцатку, летом раз в месяц. Это очень экономично, да, это очень. Видал, какая у нас яркая тачка? Врум-врум! Мазафака! Мне кажется, эта рубрика олдскульная, она многим нравится, поэтому активно пишите комментарии, обязательно обсуждайте. Я, наверное, дам все-таки ссылочку на Drive 2 этой машины. Конечно, он не сильно заполненный, но там есть все-таки что посмотреть, что полистать, по мелочи хотя бы. В общем, пишите комментарии, подписывайтесь обязательно на канал. У меня никогда не знаешь, какая машина окажется следующая в следующем выпуске. Мне кажется, это чуть ли не визитная карточка моего канала. Всем пока!